А, «Общага» — это роман, написанный под влиянием Достоевского. И его еще называют «достоевщиной». Это такой термин, которым характеризуют произведения, написанные под влиянием Достоевского, но не эпигонские и не плохие. Но это просто вот такое свойство автора — видеть мир так, как видел его Федор Михайлович Достоевский. Когда я писал этот роман, я действительно смотрел на мир такими же глазами, какие были у Достоевского. Это роман о студенческой жизни, о жизни в общежитии. И это самое общежитие является как бы символом вообще человеческой жизни на Земле. Тех трудностей, которые поджидают человека, тех препятствий, которые перед ним стоят, тех ограничений, которые на человека накладывает жизнь в обществе. Вот это а, роман о жизни. В нем какой-то одной глобальной идеи нет, разве что идея Бога, когда Бог тождественен писателю. Если считать, что роль Бога по отношению к людям примерно такова, как роль писателя по отношению к персонажам, то есть если считать себя персонажем романа, который пишет Бог, то ты обладаешь некими правами, которыми, в общем, человек обладать не должен. Например, ты можешь поступать подло, лишь бы это было сюжетно интересно, потому что ты, как главный герой романа, должен поступать интересно, чтобы читателям было этот роман интересно читать. Вот. Но это не главная, хотя важная мысль в этом романе. Просто вся жизнь воспринимается моими героями как некий отчет перед Богом, как некий разговор с Богом. Вот поэтому для них и общежитие является храмом. Это, знаете, есть такое наблюдение, чем католицизм отличается от православия. Католицизм — это договор с Богом, а православие — это разговор с Богом. Но поскольку я русский человек, человек русской культуры, и роман этот написан, разумеется, в русской традиции, вот это роман о разговоре с Богом. Но, разумеется, место, где происходит этот разговор, это храм, вот поэтому общага на крови. Взаимоотношения с истиной и с трансцендентным в российской культуре не совсем такое, как в европейской. Оно близкое, но не тождественное. Но в этом и прелесть разных культур и возможности общения и взаимообогащения. То есть, если бы я написал, что это роман об общежитии университета в городе Екатеринбург там, в 90-м году, это настраивало бы на другое понимание и дезориентировало. Не в этом дело. Поэтому в романе нет ни города, ни времени, и даже главный герой не имеет никакого имени, он просто по кличке Отличник существует. Если дать ему имя, это будет конкретная история конкретного человека. Если он не имеет ни имени, ни города, ни времени, то это история обо всех.